С чего мы начнем? Для установки зависимостей, пакетов или библиотек на локальной машине ваш проект необходимо, чтобы на компьютере стоял Node.js. Поэтому здесь давайте вобьем Node. Вот у нас Node.js. И здесь для моей операционной системы сразу подсвечивается для Windows две версии. Рекомендую для большинства юзеров. Это значит стабильная версия и версия с последними там фичами. Вот, но здесь никто не гарантирует, что на отсутствие каких-то ошибок. Поэтому рекомендую вам выбирать рекомендуемые для большинства юзеров, потому что это стабильная и испытанная версия, и у вас не будет никаких возникать ошибок. Она просто скачивается. Просто как обычная программа, она ставится. У меня она уже стоит на компьютере, поэтому next, next и так далее. Она просто ставится. Вот после того, как она установилась, мы можем создать React-проект с небольшим стартовым кодом. Давайте перейдем здесь в Google, также вбиваем React. Вот первый сайт, сразу начало работы. Здесь вот есть как создать новое React-приложение. То есть наша задача создать новый какой-то пустой проект. Цель научиться писать React-приложение с нуля. И давайте посмотрим. Здесь, если почитаем, то вот как его создать. Вот команда npx create React App и my app — это название нашего приложения. Давайте это скопируем. Перейдем в среду разработки, допустим, Visual Studio Code, он бесплатный. Это среда разработки. Здесь есть терминал. Вставляем и давайте назовем как-то наше React-приложение. Значит, Pro React Course. И нажимаем Enter. И начинается установка. Итак, вот у нас установилось. Во-первых, мы можем, кстати, с вами проверить сразу версию нашей ноды. Node значит, version. И вот моя версия сейчас на локальной машине 14.17.3. Дальше давайте удостоверимся. Вот установилось наше приложение Pro React Course. И давайте проверим. Можно проверить командой npm start. Запустим. Так, что-то у нас не запускается. Она не запускается, потому что сейчас не в той директории. Нужно перейти именно в CD. Pro React Course. Вот, и уже отсюда выполнить команду npm start. Выполняем. Вот он собирает. Давайте лишние вкладки закроем. И вот наше приложение полностью собралось и отлично работает. Давайте вернемся в нашу среду разработки Visual Studio Code и давайте посмотрим, что значит здесь какие-то папки. Значит, в директории source лежит весь исходный код, который относится к приложению. То есть JavaScript файлы, CSS файлы и остальное. В папке Public расположены статические ресурсы. Манифест — это необходим для Android-девайсов. Git Ignore — это относится к Git, для того, чтобы, допустим, на GitHub или на GitLab не заливались необходимые файлы или директории. Значит, package.json — очень важный файл. Он описывает зависимости вашего проекта. Вот dependencies, зависимости. То есть на данный момент у нас установлен React 18 версия, React DOM, React Scripts. Вот такие. И библиотеки Testing Library для тестирования нашего проекта. README. Мы можем здесь описать, все это можно удалить и описать то, что делает ваше приложение. Node Modules, то есть когда мы выполняем команду npm install, устанавливаем какие-то зависимости, то сюда, в эту папку, как раз все это и устанавливается. Ctrl-C, давайте остановим процесс. Ctrl-C.
И мы остановили процесс выполнения. Сейчас мы удалим все лишнее, которое нам не нужно для работы. Давайте посмотрим. То есть source. Мы можем здесь вообще все почистить и оставить только самый главный файл index.js. Index.js это самый главный файл. С него это точка входа в наше приложение, можно сказать так. Без него будет ошибка. Ну, давайте по классике сделаем hello world. В паблик favicon. То есть favicon это вот эта иконка рядом с тайтлом во вкладке. Давайте ее оставим. Лого уже нам не нужно. Манифест, как я говорю, для Android девайсов. Вот это мы можем тоже удалить, почистить. Упс. Удалил лишнее. Я восстановил тут. Секунду. Вот так. Зайдем в индекс. Здесь Ctrl-S можно нажать, чтобы сохранились изменения. В индекс HTML. Также почистим многое, что нам здесь не нужно. Здесь давайте назовем React Course, чтобы в заголовке был документа. Здесь тоже Ctrl-S, сейчас мы сохраним. И вот, в принципе, наш HTML документ. Здесь есть просто один div с ID root. И в index.js он ищется этот по ID элемент и вставляется уже сюда различные дочерние элементы. Давайте запустим и проверим еще раз, что у нас все работает и ничего не поломалось. И вот мы видим Hello World, все отлично. Наш проект готов, и мы можем продолжать изучать React.